Витаю! В этом видео в Prepamax мы посчитаем, за какое время затухнут колебания металлического груза, подвешенного на пластмассовой пружинке. Итак, для начала во FreeCAD создадим 3D модель. Она у нас будет состоять из поверхности в форме спирали и 3 прямоугольников. Экспортируем ее в формат STP. Единицы 3D модели оставляем миллиметры и переходим в Prepamax. Создаем новый файл. Единицы 3D модели были миллиметры, значит их и оставляем. Загружаем расчетную схему. Модель у нас загрузилась россыпью. Чтобы сгенерировать цельную сетку конечных элементов, создаем компаунд и дальнейшие действия будем проводить только с ним. Добавим параметры генерации сетки конечных элементов. Указываем максимальный размер конечного элемента, минимальный размер конечного элемента, количество участков разделения кривой, элементы второго порядка отключим. Поскольку будем использовать конечные элементы пластин, добавим алгоритм их генерации. Выберем четырехугольные конечные элементы простым алгоритмом рекомбинации. Генерируем сетку конечных элементов. И, конечно, выбираем Compound. Добавим материал. В этот раз не будем заморачиваться и возьмем его из библиотеки. Выберем какую-нибудь сталь и какой-нибудь пластик. Уберем лишнее, так как нам потребуется только плотность и упругие характеристики. Также удалим лишнее и у пластика. Назначим свойства конечным элементам. Поскольку будем использовать конечные элементы пластин, добавим Shell Section. Начнем с пластиковой пружины. Выбираем соответствующий материал и указываем толщину пластины. Выбираем элементы. Повторяем те же действия для груза. Создадим расчет. Он будет состоять из единственного динамического шага. Решатель можно оставить Pardisa, но у меня лучше себя показал старенький Spulis. Для медленно текущих процессов, то есть тех, что больше секунды, выбираем процедуру Implicit. Инкрементация автоматическая. В этом случае максимальный инкремент пришлось увеличить до 1000. Временной отрезок путем подбора получился 15 секунд. Начальный шаг 1/10 секунды. Минимальный временной инкремент подошел тот, что по умолчанию. Максимальный временной инкремент уменьшим до секунды. Частота выдачи результатов. Нас интересуют все результаты, поэтому каждый первый. Добавим граничные условия. Закрепим верхний кончик пружины во всех направлениях. Добавим нагрузку. У нас будет присутствовать только собственный вес.
Поэтому добавим гравитацию в направлении минус z. В History Output добавим вывод информации об усилиях точки закрепления. В свойствах результатов для конечных элементов проверяем, чтобы присутствовала энергия. Также включаем выводить результаты для плоских элементов в объемном виде. Запускаем расчет. Смотрим результаты. Вот наши результаты. Слегка увеличим масштаб деформаций, чтобы перемещения были более заметные. Настраиваем анимацию. И смотрим мультик о том, как будет дергаться, а точнее колебаться груз при внезапном включении гравитации. Посмотрим, какие нагрузки испытала точка закрепления и как они менялись во времени. Нагрузка стала более-менее постоянной, начиная с 9 секунды, значит, колебания затухли вот где-то в этот момент. Построим график. Наибольшая нагрузка у нас, естественно, когда груз достиг нижней точки, максимально растянув пружину. Нагрузка начала стабилизироваться где-то начиная с 3 секунды, а значит в этот момент начали затухать и колебания. Вот начиная с 9 секунды линия графика почти прямая, значит колебания затухли где-то в этот момент. Еще раз посмотрим, как затухали колебания, но уже с точки зрения перемещений нижней точки груза. Для этого в History Output добавим соответствующий параметр и выберем интересующий нас узел. Я выбрал перемещение вдоль глобальной оси Z. Посмотрим, как они менялись на протяжении расчетного времени. В данном случае график получился точно такой же, как и для усилий. Единственное, что сейчас единицы не ньютоны, а миллиметры. Как видим, колебания начали затухать приблизительно на том же отрезке времени, но вертикальные перемещения прекратились несколько раньше. На этом все. І як завжди, дякую за увагу!